Установка Windows ранее была процессом не из быстрых, а сама ОС в эпоху 9X не особо хвасталась своей стабильностью. Сегодня пользователь в среднем тратит где-то плюс-минус 15 минут на установку системы. Красота же, скажете вы. Однако не все так просто, как может нам казаться. Во время первоначальной настройки есть одна интересная преграда – аккаунт Microsoft. Я очень понимаю стремление корпорации сделать своего рода экосистему, но на macOS подобный этап можно пропустить, а некоторым пользователям аккаунт Microsoft просто не нужен по многим причинам. Мало кто знает, но установку Windows практически всегда можно было упростить и, что самое важное, автоматизировать для экономии своего времени и ускорения процесса. Этим прекрасно пользовались те же сборщики, и, как по мне, пик кастомных поделий был в эпоху Windows XP. О них мы попозже. В этом же видео мы подробно рассмотрим, как эволюционировала автоматизация установки и настройки Windows, отдельно разберем автоматизацию установки в XP, как добавляли компоненты и почему 13-я минута могла быть долгой. И, наконец, узнаем, как обстоят дела с этим сейчас и попрактикуемся создать что-нибудь свое. Присаживайтесь поудобнее, берите чай и самое время сказать о том, что все показанное предоставляется в образовательных и демонстрационных целях. Это на ваш страх да риск, и все же узнать, что мы имеем в этом плане сейчас. И я сейчас серьезно. 29 октября на Reddit всплыла новость о том, что YouTube начал удалять видео, в которых происходит нестандартная установка Windows 11. Понимаемо. Хочу заявить, что все показанные материалы соответствуют документации Microsoft и находятся в открытом доступе на сайте Microsoft Learn, а показанные материалы неофициального характера, опять же, принимаются под ваш риск и вашу ответственность, ведь ответственность – это важно. Как-то так. Приношу извинения за отступление. Продолжаем. Нынешняя Windows может, уже как больше 17 лет, похвастаться наличием функции автоматического файла ответов, или же autoannotate.xml. Также существует и annotate.xml. Сначала все-таки стоит пояснить, в чем их разница. Простым языком можно показать на схемах. autoannotate.xml для чистой установки. Создал файл, кинул на флешку, запустил установку, получил результат. Annotate.xml уже для клонирования системы. Поставил Windows, настроил, установил софт, sysprep подготавливает это в образ, при развертывании читает файл, и у вас два ПК с одинаковой системой. Вторым методом некоторые могут создавать полноценные сборки под себя и выкладывать сие поделки в интернет, что иногда бывает лишним. Но это не мое дело, поэтому нам понадобится первый метод. Сам файл представляет собой один большой XML с, на первый взгляд, непонятным строением. Обычному пользователю, вероятно, такое будет казаться безумием. Сторонние программы по типу Rufus при записи Windows 11 предлагают создать локальную учетную запись, и для этого автоматически создают этот самый autoannotate.xml с необходимыми параметрами. Удобно? Да. Тратите ли вы больше времени на это? Нет. И на этом моменте давайте вернемся на больше, чем 30 лет назад. К Windows 3.1. Диспетчер программ, первый профессиональный софт и популяризация Windows в сегменте персональных ПК. Здесь установка проходила в два этапа. Текстовая из COM-файла и графическая, наступающая после копирования основных файлов. Стоп, вы меня спросите, при чем тут установка? Вроде видео по-другому называется. Дело все в том, что автоматизацией установки тут не пахло, однако здесь все куда интереснее. Весь процесс установки лежит буквально в одном большом inf-файле setup.inf. Хотя на то время, кажется, не нужно было извращаться с защитой файлов установки. 90-е, то ли мало кто разбирался, то ли просто мало кто додумывался менять в те годы, не знаю. Внутри этого файла показывается, что копировать и когда, какие скрипты применять, где лежит файл справки по установщику, различные переменные и значения к ним. Более того, здесь даже находятся языковые строки к диалоговым окнам и плашкам, расчетные сведения о необходимом количестве места на диске при определенных ситуациях, данные об элементах будущих групп диспетчера программ и об итоговом размере компонентов. Да, они написаны целыми числами вручную, никакого автоматического подсчета. Также очень приятно видеть, что данный инф очень неплохо задокументирован и прекрасно показывает любопытному лицу, какая часть файла за что отвечает и как все работает.
Меня, например, очень заинтересовала колонка Run, которая находится практически в самом начале файла, и она здесь пуста. Для чего она нужна? Этим могли очень хорошо пользоваться OEM-производители ПК, поставляя туда, например, свой сплэш-скрин, установщики драйверов и ПО. Они запускались отдельным процессом под Windows Setup. Помните же время, когда покупаешь брендовый компьютер, а тебе еще куча софта да триалок в подарок? А потом ты это все сносишь. Формат выглядит следующим образом. Название, оно могло быть любым, программе установки просто плевать, и сама команда. Данные с колонки Run выполняются после окна поиска приложений на жестких дисках. В случае, если запрашиваемый скриптом файл не найден, то строка просто пропускается. В качестве примера можно добавить сюда туториал Windows, установщик Total Commander и диспетчер программ. Как итог, оно работает, и все по очереди открывается. Фон сетапа работает поверх основного серого фона, и у нас нет списка задач. Сворачивай программу и все, возвращайся к ней через Alt-Tab. Буквально. Интересный факт. Драйверы Windows 3X устанавливались либо через отдельное приложение от производителей, либо вручную, подкидывая в системе файл oemsetup.inf. Все данные об устройствах хранились в ini файлах, никакого реестра для такого не было. Мы когда-то его разбирали, к слову. С приходом DirectX появляется не только сам реестр, но и полноценная автоматизация в виде файла msbatch.inf. Максимальное применение данной функции можно продемонстрировать кастомной сборкой Windows 95D. Я это по касательной когда-то упоминал, однако сам процесс установки оставался за кадром. Здесь используется не только msbatch.inf, но и собственный скрипт. Разметка и форматирование диска C и опросник для формирования автоматизации. Как вас звать, какое имя компьютера, какой часовой пояс и запускать ли скан-диск. Не переживайте, паспорт не попросят. Далее происходит копирование образа на жесткий диск и все. Наши манипуляции тут просто не понадобятся. Нам остается только наблюдать за прогрессом и приходом к конечному этапу – появлению рабочего стола. Как создавать такой файл? Да легко. Официальный пакет Windows Development Kit, кроме PowerToys и справочных материалов, содержал две интересные программы Microsoft Batch 98 и Microsoft Inf Installer. Первая дает возможность пользователю понятно, с приятным юзер-интерфейсом, создать тот самый файл автоматизации установки. Большинство ответов выдаются в виде «да», «нет» или же «1», «0». Вторая программа позволяет закинуть в дистрибутив Windows драйвера сторонних производителей. В секции Install как раз можно добавлять различные директивы, простым языком команды, показывающие, как именно следует устанавливать ПО или драйвер. Список команд вы видите на своих экранах. Самым ярким примером уже для Windows 98 можно взять Windows 98EF и подпроект «Собери себе Windows». А как вы думаете, есть ли смысл от сборок в 20-е годы? Ждем ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, оставляйте хайп-голоса и станьте частью сообщества. Да и собирать можно не только 98. Есть один прекрасный сайт под названием UUP-Dump, который отслеживает выход каждой сборки Windows в принципе. Тут тебе и релиз-превью, и дев-билды. Естественно, это все не официально и работает за счет сведений из Microsoft Windows Update до собственных скриптов. Редактировать официальный образ и создавать сборку из этого ни в коем случае не хочется. И я хочу, чтобы после установки уже была локальная учетная запись, сразу были вшиты обходы на проверку TPM без необходимости ручного редактирования реестра, пропустить аккаунт Microsoft, отключить Windows Update, поместить пуск слева и сделать Edge удаляемым. И если кто-то не знал, то для жителей Евросоюза в связи с законом о цифровых рынках есть возможность удалить браузер из системы. Для остальных же регионов Edge будет считаться системным и неудаляемым стандартными средствами приложением. И как быть? На помощь приходит автоматический генератор файла ответов. Найти его легко. AutoAnnotate.xml позволяет тонко настроить автоматизацию установки системы, вплоть до автоматического форматирования определенного раздела и запуска собственных VBS, PowerShell до CMD скриптов. В самом низу сайта есть кнопки для просмотра скачивания созданного XML файла и скачивания ISO с этим XML файлом. Файл начинается с хедера Annotate и делится на несколько этапов установки операционной системы. Они начинаются с Settings.
Блок Extensions служит для развертки дополнительных скриптов из файла. Во время первого запуска идет применение настройка к дефолтному профилю OS, создание локального аккаунта и остальных параметров. Как итог, у меня установилась Windows 11 со всеми моими желаемыми настройками. И я могу удалить Edge, создавать локальные учетки, причем совершенно легально. Методы расписаны в документации самой Microsoft и с выключенным Defender, ведь я сам в ответе за все, что скачиваю. Данный файл дает огромное поле для экспериментов, и если интересно, вы можете попробовать самостоятельно. На виртуальной машине, естественно. Вот так, без сборок и тройного дроперского гражданства, мы сделали Windows под себя, добавлением одного полезного файла. Хотите добавить свои драйвера? Попробуйте DISM++. Это все круто, только вот ничто не перебьет. Windows XP. На данную эпоху, как по мне, пришелся огромный пик подобных поделий. Самыми яркими могу назвать Windows XP Зверь и Windows XP Chip. Их звуки запуска по типу «Привет» и «Пока» или мелодии, экраны приветствий на компьютерах СНГ могли встречаться чаще, чем экраны оригинальной XP. На примере Windows Зверь можно разобраться с двумя вещами. Как тут работает автоматическая установка и почему обычно 13-я минута самая долгая и рискованная. Все благодаря файлу winnt.sif. Здесь он короткий и простой. Текстовой установке дается команда пропустить лицензионное соглашение и ожидание перезагрузки. Для графической выставляется разрешение экрана в 1024 на 768, задаются региональные настройки, 419 это код российской локали, кстати, имя, организацию, ключ продукта и тема оформления по стандарту. Наступает 13-я минута завершения установки. Проходит несколько минут. Все еще 13 минут. Почему? Дело в том, что во время этого этапа просматривается папка svcpack и при наличии файлов запускает их в алфавитном порядке, иногда в фоне, иногда нет. Туда, само собой, можно ложить и обновления. И если что-то шло не так, установка просто зависала намертво. Настоящий ад для создателей кастомных сборок. Но эта боль, кажется, рождала шедевры. Чтобы избежать этой 13-й минуты, сборщики выжимали из системы все соки, создавая настоящее произведение искусства, где все работало из коробки. А если убрать содержимое svcpack, то тот же зверь станет каким-то... не таким. Классическая тема из коробки, а на рабочем столе у нас уже лежат итоги. Возможность автоматизации установки будет очень удобной для тех, кому нужно развернуть Windows на большом количестве одинаковых машин, с одинаковыми настройками и ограничениями, одинаковым количеством нужного софта и нейтральной учетной записью. А еще, когда это все идет через сетевую загрузку, то тем более красота. 30 лет развития автоматизации Windows свелись к простой истине. Сначала были костыли-велосипеды в виде секции run в setup.inf, потом костыли стали официальными а-ля Batch 98. Потом это стало причиной адской боли в виде 13-й минуты на XP. А сегодня это все превратилось в красивый XML-файл, который можно сгенерировать буквально в пару кликов. Кому-то это будет казаться отличным решением, а кому-то... все теми же костылями. Главное — знать, где искать эти самые костыли. Это все, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и хайп-голоса. Это очень помогает развитию канала. Отдельная благодарность донатерам, поддержавшим канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч и помните, мир компьютеров интереснее, чем нам это кажется.